Здравствуйте! Вот сегодня хочу вам показать вот такую вот я купил бормашинку. Значит, это вот как она называется. Китайская бормашинка. Профессиональная написано. Это не реклама, это просто я делаю обзор этой машинки. И будем ей пробовать работать. Вот она, значит. 480 ватт, как тут заявлено. Регулировка оборотов от 5 до 30 тысяч. И вот она, значит, 6 миллиметров. Это максимальный диаметр сверил. Сверил всяких приспособлений, которые вот, значит, заходят в патрон. Максимально 6 миллиметров. Вот. И сейчас мы и посмотрим. Вот, значит, тут все вот грамотно сделано. Патрон защищен, специальная защита, чтобы в случае чего вас не ударила техника безопасности. И вот. Включим сейчас в розетку. Посмотрим. Значит, вот здесь я уже примотал вот так вот ключик зажимной, чтобы он не терялся никогда. Потому что всегда куда-нибудь теряется, потом начинаешь искать. Вот как бы привязал его, и все, и он всегда под рукой. Вставляем. Здесь вот специальный паз под ключ. Вставляем. Открываем. Вот здесь я сходил, значит, к знакомому токарю. И специальные насадочки он мне выточил. Это под болгарочку, под фрезу. Вот. Вот, пожалуйста, диск от болгарки влазит. Диск от болгарочки. Вот, специальную посадку сделал. Вот так одевается. Шайбочка. И все зажимается. И мини-болгарочка получается. Пассатижи. Зажимаем. Все. Вставляем. Ну все, и зажимаем патроном. Потуже. Вот так. Все село. Включаем, значит, вот на однерочке пока попробуем. Вот мини-болгарочка. Пробуем на однерке. Нажимаем. Вот скорость приличная. Это получается 5000 оборотов. Ну, все работает, правда, без кожуха. Но можно маленькие диски сюда вставлять. Прям вот остаточные остались, вот такие маленькие, это большой. И маленькие можно на больших оборотах включать, это просто диск большой. Ну вот, все работает, гайка работает на затягивание. Но все равно можно гровер еще поставить. Все, ну, первый, значит. Можно что-нибудь отрезать, ну ладно уж, так показал. Дальше смотрим. Убираем коробку. Чтобы случайно не нажать, выключаем из розетки. Откручиваем. Это вот у меня под фрезу было. Фреза где-то у меня была. Обычная советская фреза, маленькая, R18, вот такая. Это вот на нее посадочка. То есть можно по металлу, там по дереву. Ну, по металлу, наверное, нет, обороты сильно большие. Там по дереву, по каким-то пластмассам можно работать. Это вот такие вот маленькие звездочки. Это вот он под нее делал. Вот, пожалуйста, вот смотрите. Это вот самодельная такая. Металл прочный, 40Х. То есть непростая, как бы, железка, а углеродистая, 40%. 0,4% углерода. То есть инструментальная сталь.
Вторая тоже такая же. Так, идем дальше, значит. Я приобрел еще вот такие вот пилочки. Вот. Пожалуйста. Так, вот. Это уже по дереву для работ. Ну, пластмасс можно. И вот сейчас мы их проверим. Возьмем, наверное, маленькую не будем брать, возьмем побольше. Вот такую. Я их специально в маслом протер, чтобы не ржавели. Ну, сейчас будем обзор делать. Вот посмотрим пилочки. Вот смотрите, тут, значит, большая, 14 миллиметров. 20 тысяч оборотов написано. То есть не больше 20 тысяч. Так, это примерно... Ну, тут обороты не указываются, когда регулятор оборотов, значит, крутишь. Но это примерно, наверное, вот тут сколько скоростей. Получается 5-6 скоростей. Но это примерно, наверное, на чуть тройка-четверка получается по оборотам. Ну а маленькие, это, соответственно, можно на полную мощь работать. Нет, тут тоже 20 тысяч оборотов. И тут 20 тысяч. Значит, все они на 20. Значит, 30. Как тут написано, 30 тысяч оборотов. Значит, нельзя. Значит, тройка, четверка будет. Ну, давайте проверим. Значит, берем вот нашу вот эту вот насадочку. Вот эту пилочку возьмем. Две гаечки. Одна. Так, значит, сейчас посмотрим, в какую сторону вращается-то у нас, наверное, по часовой. Еще правильно одеть, чтобы зуб шел на материал. Поглядим вращение. Закрутим ее. Так. И поглядим, в какую сторону. Вот. То есть на меня, когда я левой рукой держу, на меня. Значит, зубья ставить тоже вот так вот на меня, чтобы они резали. То есть вот материал. А если вот так вот делать, она будет все равно на меня вращаться. То есть вот. Тогда нужно. А делать я, скорее всего, буду вот так. Значит, зуб надо ставить от меня. Если я буду вот сюда работать. Если я на себя буду работать, то зуб на меня. От себя. То есть вот такая вот специфика. Так, значит. Ставим, значит, от меня. Да ничего, в принципе, страшного, он просто не будет пилить, резать. Пила. Шарошка вот эта прочная, с нержавейки, то есть металл плотный, крепкий. Отверточку я не взял. Пошел за отверткой. Вот, затянули. Вставляем. И испытаем сейчас. Вот первую скорость нажал. Значит, она будет работать вот. От меня. Ну и вот отпилим, наверное, трубку. Обычную пластмассовую.
Ну вот, смотрите. На первой скорости, вот, пожалуйста, отпилил. Ну, не очень ровно, но пила пилит просто превосходно. Так, значит, смотрим дальше. Выключаем, соберем мусор. Ну вот, сейчас поставил большую пилочку. Сейчас посмотрим, как работает большая пилочка. Включаем и опять отпилим пластмассу. На самой минимальной, на однерке пилек. Ну вот, прекрасно пилит. Вот, пожалуйста, колечко. Вот, отпилили. Вот, все, нормально работает. Испытание прошла по пилению. Выключаем из розетки и попробуем другие насадочки. И вот еще такие вот приобрел шарошечки для шлифования. То есть это вот наждачка, это разные диаметры под разные виды работы, чуть побольше работы, вот совсем для мелких, вот покрупнее работы, ну, то есть для всяких разных видов. И вот сейчас посмотрим, как они работают. То есть это металл, дерево, все виды материалов. Ну вот, открыли. Берем вот эту вот наждачку, шарошечку. Возьму самую крупную насадку. А вот он. И будем пробовать. Такие вот из наждачки вот такие вот насадочки круглые можно сделать вот в этом видео, посмотрите, самостоятельно. Теперь, когда она тут резиновая, сама основа, на которую одеваем наждачку, теперь, когда закручиваем болтик, резина сжимается и становится больше. И зажимает ее. Все, и она уже никуда не денется. Все, зажали. Вставляем в бормашинку в нашу. Вот так. Тут уже можно обороты любые давать. Там не написано ничего на упаковке, сколько оборотов. Но все равно большие не надо сильно. Если мы никуда не торопимся, поэтому техника безопасности превыше всего. И работать нужно в очках. И, пожалуйста, можно шлифовать металл, любые изделия. Подровняем кончик, вот видите? Вот он. Все точно, прекрасно. Ну вот можно фасочку снять. Вот снимаешь. Ну все, работает. Прекрасные штуки. Хочу наточить еще шило, а то он у меня постоянно тупится. Заодно и наточим шило. Вот делаем большой угол и точим. Вон, видите, искры летят. Наточилось, посмотрите. Вот, пожалуйста, многофункциональная
как бы бормашинка высокооборотистая и вот мощная. 480 ватт. Можно делать все возможные работы. Шлифование, резание. Вот. И всевозможные насадки. Ну вот, как бы так. Даже сверление. Сверлит хорошо. На больших оборотах можно каленый металл сверлить. То есть с твердосплавными сверлами. Это мы покажем уже в другом видео. Вот, спасибо за внимание. До свидания. Так же, как дрель может использоваться.